Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт дуже смачного десерту. Це шоколадний брауні. Готується він просто та швидко, а подати можна не тільки до сімейного чаювання, а й на святковий стіл. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Сегодня готовлю брауни с добавлением орехов. У меня грецкие, но можете взять любые. Я их предварительно подсушила в духовке, очистила и нарезала ножом довольно-таки крупно. Не рубите их до мелкой крошки. В первую очередь на водяной бане растоплю сливочное масло и шоколад. Можно это сделать в микроволновке короткими импульсами. Этот способ я часто показываю. Сегодня топлю на водяной бане. Для этого понадобится ковшик с водой. Показываю сверху, донышко этой миски должно касаться воды, немножко в нее опускаться. Вот это водяная баня. Если паровая, то разогревается на пару, то есть не касается воды. Вода вот-вот закипит, уже идет активный пар. Уменьшаю огонь, аккуратно сверху устанавливаю миску. Она должна быть жаропрочная, чтобы стекло не треснуло. Высыпаю шоколад. Немного подожду, пока масло подтает, и начну перемешивать. Еще раз напоминаю, вода не должна кипеть. Делайте самый маленький огонь, только чтобы поддерживать ее температуру. И постоянно помешивайте. Так у вас никогда не сгорит шоколад, растопится до однородности. Масса получится гладкая, глянцевая, без комочков. Такая она должна быть. Шоколад берите любой, но желательно с высоким содержанием какао, не менее 60%. У меня здесь 100 грамм шоколада с содержанием 50% какао и 150 70%. Посмотрите на воду, она не кипит. Продолжаю подогревать, постоянно помешивая. На водяной бане топить все-таки легче, чем в микроволновке, потому что вы все время можете контролировать этот процесс. Никогда не перегреете и не сожжете шоколад. И как только жидкого шоколада больше, чем его кусочков, выключаю огонь и просто уже на горячей воде продолжаю помешивать до его полного растворения. Вот такой вот получается шоколад. Гладкий, однородный, без комочков. Все, снимаю с воды. Пусть он остывает, а я в это время приготовлю яйца. Выливаю их к сахару и взбиваю на невысокой скорости, или можно сказать просто перемешиваю, желательно до полного растворения сахара. Не взбивайте их так, как для бисквита, до пышности, плотности. Просто перемешивайте, пусть растворяется сахар. И в это время уже можно включать духовку на разогрев, температура 170 градусов. Тесто готовится очень быстро, и к его приготовлению духовка уже должна быть нагрета. Если хотите, вот сейчас добавляйте ванильный сахар, но как для меня, вкуса и аромата в тесте шоколада достаточно. Другие ароматизаторы не добавляю. Яйца уже посветлели. Сахар на донышке миски еще немного чувствуется под венчиками, но с добавлением шоколада он полностью растворится. Добавляю порциями и перемешиваю уже не миксером, а просто венчиком. Духовка греется, форма у меня уже готова. Буду выпекать квадратной размерами 20 на 20 сантиметров. Но я всегда размеры указываю под рецептом в описании. Выливаю последний шоколад и вот теперь перемешиваю до полного растворения сахара. Масса получается густая, тягучая. Все, сахар полностью растворился. Высыпаю орехи, немного перемешиваю. Еще раз скажу, не нарезайте их мелко. Тесто хоть и жидкое, но оно тягучее. Поэтому орехи во время выпечки не осядут на дно. Просеиваю муку без добавления разрыхлителя. Это не та выпечка, которая должна быть пышной и воздушной. Добавляю хорошую щепотку соли. Именно на муку, чтобы она не растворилась полностью. Тогда во вкусе будет контраст и брауни получится намного вкуснее. Зачищаю стенки.
Проверяю донышко. Все как обычно. Тесто получается вот такое вот жидкое. Оно полностью готово. Форму покрыла силиконизированным пергаментом. Вот он даже выше стенок. Тесто должно получиться не толстым слоем, в форме 2, но максимум 3 сантиметра. Немного разравниваю от середины к уголочкам и сразу же отправляю выпекать. Брауни испекся, выпекался он 28 минут при температуре 170 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. Даже без добавления какого-либо разрыхлителя. Смотрите, как он поднимается. Трескается по периметру, это нормально. Серединка его остается мягкой, корочка хрустящая, под пальцами трескается, а внутри он мягкий. Я его даже не проверяла на готовность при выпечке. Сейчас при вас проверю. Она не должна быть чистой, потому что этот десерт не допекается до сухости. Он должен оставаться влажным. По сути, как начинка в шоколадных конфетах. Даю ему теперь около 10 минут постоять в форме, немного схватиться. Потом с помощью бумаги достану на решетку. Посмотрите, какая глянцевая корочка. Она очень тоненькая, хрупкая. И по краешкам брауни немного плотнее, чем в середине. Краешки запекаются быстрее. Время прошло. С помощью бумаги достаю из формы. Он еще очень мягкий. И в таком виде оставляю до полного остывания. Брауни полностью остыл. 2 часа он простоял в кухне на столе и 1 час на балконе. Вот теперь можно разрезать. Разрез будет идеальным, ровным. Разрезаю, пока не снимать его с бумаги, чтобы лишний раз не травмировать верхнюю корочку. Вот такой он внутри, влажный. Пирог уплотнился, но только он согреется до комнатной температуры, сразу же станет нежным и просто тающим во рту. Делю его на 9 порций. Храните его в прохладном месте, а перед подачей по желанию согревайте до комнатной температуры. Но он вкусный в любом случае, холодный или теплый, это уже кому как больше нравится. Посмотрите, какой он внутри, очень мягкий. В таких аппетитных пузырьках, но в то же время в меру плотный, влажный, ароматный. Брауни получается очень вкусный. Готовьте с удовольствием и наслаждайтесь его вкусом. Мега шоколадный, в меру сладкий, чувствуются соленые нотки. Это как в сладкой карамели. Вот попробуйте именно так добавить соль на муку. Очень надеюсь, що вам понравится. І якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.